В очередной раз биткоин долетает до своих целей, и в сегодняшнем видео мы найдем новые точки для входа и выхода из рынка. Ну а так как у нас биткоин торгуется в паре с американским долларом, мы проанализируем в первую очередь индекс доллара DX. Как сегодня стало известно, ФРС активировал печатный станок, а значит, что индекс доллара ничего позитивного в ближайшее время не увидит. Сразу обращаем внимание на то, что актив торгуется под максимальным скоплением объема за последний контракт. И если вы заметили, то мы пробили поддержку в области 103.8-103.7. Сейчас актив закрепляется под этой поддержкой, и мы уже перекрасили данные уровни в зеркальный уровень сопротивления. Если мы закрепимся, актив пойдет к ключевому уровню поддержки отметки 103. Данная поддержка у нас уже неоднократно тестировалась после своего формирования, и делаем вывод, что после ее пробития актив пойдет на нижестоящие поддержки, такие как 101 и 100 ровно. Что ж, настало время переключиться на сам график фьючерсных контрактов BTC USDT. Биткоин сегодня даст нам по-любому хорошо заработать, и сейчас я расскажу о целях, где лучше войти и где лучше зафиксировать свой профит. Так как индекс доллара у нас начал активно падать, ФРС активно печатает баксики, для биткоина это очень позитивная нота. Возможно, мы немножко скорректируемся для того, чтобы разгрузить рынок от фьючей, разгрузить стоп-лоссы и собрать всю ликвидность. В данной области находится большое количество стоп-лоссов хомячков. Далее обращаем внимание на то, что большое количество находится вот в этой области. И, конечно же, в перспективе выгоднее собрать всю вот эту область стопов. Но перед тем, как это делать, необходимо разгрузить рынок. Возможно, не так выгодно будет тянуть актив на нижестоящие отметки и потом запускать вверх, но на один из уровней поддержки мы должны сходить. Перед тем, как мы сходим на один из уровней поддержки, я рекомендую поставить отложенные ордера на нижестоящие уровни, то есть такие отметки как 25.150, 24 ровно и 22.500. Я разделю свой рабочий лот на 3 части и буду входить в рынок на каждом уровне поддержки. Сейчас расскажу о целях. То есть 29 ровно является целевым уровнем сопротивления, на котором я планирую зафиксировать прибыль. Также я не исключаю тот вариант развития событий, что никакой коррекции не будет и актив пойдет вверх от текущих отметок. Но и я беру во внимание тот факт, что мы можем скорректироваться к каждому из уровней поддержки и забрать достаточно хороший профит. Если мы не спустимся к нижестоящему уровню, а отработаем только таким или таким сценарием, то меня тоже это вполне устраивает. Если сценарий начнет отрабатывать от текущих отметок, то мы будем собирать профит со спотового кошелька. Также напоминаю, что у меня есть телеграм-канал, в котором я полностью сопровождаю данные сделки и публикую как новостной, так и обучающий контент, поэтому обязательно поставь палец вверх, подпишись и всего доброго.